Всем привет! О процессорах Intel 10 серии уже можно слагать легенды, ведь эти процессоры сейчас можно вставить только в топовые материнки, большинство из которых стоит дороже самих камней. Давайте в этом видео посмотрим на самую младшую модель в линейке и сравним ее с прямым конкурентом. Как ни странно, Intel Core i3 10100 получил 4 ядра и 8 потоков, которые работают на частоте 3,6 ГГц с возможностью буста до 4,3. Теплопакет у i3 более чем адекватный в сравнении с топовыми камнями и составляет 65 Вт. Тут также имеется встроенное графическое ядро Intel 630, которого вполне хватит, чтобы полазить в браузере или поиграть в совсем нетребовательные игры. Если вы еще не знали, но Core i3 10100 вместе со всей 10 линейкой получил новый сокет LGA 1200. На мой взгляд, это самое тупое решение, которое могла принять Intel, так как конкретно в данный момент вышли только топовые материнские платы на Z-чипсете. И думаю, в здравом уме никто не пойдет покупать их под Core i3 процессор, который нельзя будет даже разогнать. Но что есть, то и будем тестировать. Ведь мощность процессора по сути не изменится, если установить его в более дешевую материнскую плату. Единственным минусом новых процессоров является рекомендуемая частота оперативной памяти. Для самого младшего процессора она составляет 2666 МГц, в то время как у его прямого конкурента Ryzen 3 3300X рекомендуемая частота АЗУ 3200 МГц. По цене оба процессора стоят на одном уровне. Ryzen 3300X можно найти чуть дешевле, но в целом цена равная. Если касаться вопроса дешевой сборки, то скорее всего придется смотреть в будущем, сколько будут стоить материнские платы на H-чипсете и сравнивать их с A320 платами красных, которые идеально подходят по цене для бюджетной сборки на Ryzen 3 3300X. Ну а перед тем, как перейти к самим тестам, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас 100 секунд делов, а мне будет приятно. Давайте я вам расскажу в двух словах о том, как я тестирую процессоры, и перейдем к тестовому стенду. Я делаю 5 прогонов в каждой игре, затем высчитываю средние значения и заношу их в графики. Все тесты я делаю на максимально мощной оперативной памяти и видеокарте, чтобы вы видели результат на лучшем железе и понимали, что в сборке с меньшей частотой АЗУ или менее мощной видеокартой FPS будет меньше. Да, честно говоря, не очень объективно будет тестировать i3 на рекомендуемой частоте АЗУ 2666, а Ryzen на 3200. У Ryzen явно будет больший отрыв, и понять, на что способен процессор, будет невозможно. Ну что ж, давайте перейдем к тестовому стенду. Под Intel Core i3 10100 я собрал систему на Asus ROG Strix Z490F Gaming. Для AMD использовалась материнская плата Gigabyte X570 Aorus Pro. В обоих системах стояла одна и та же оперативная память Corsair Vengeance RGB Pro объемом 16 ГБ на частоте 3600 МГц. Видеокартой служила красотка от Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming OC. Естественно, никто не будет ставить такую видеокарту в паре с бюджетными камнями, но для теста именно процессора я не видел смысла брать что-то проще. Все игры тестировались в Full HD разрешении. Трассировка лучей была выключена во всех играх, в которых ее можно было включить. Ну и давайте посмотрим на результаты в первой игре Assassin's Creed Odyssey. Уже по первым результатам становится понятно, что процессоры примерно равны по производительности. Однако Ryzen чутка обошел i3, но i3 отрисовал более красивые цифры по 0,1% low. И не стоит забывать, что это результаты синего камня на частоте АЗУ 3600 МГц. На рекомендуемой 2666 он явно бы проиграл. В Metro Exodus разницу можно заметить только по 0,1%. Оба камня отлично справились с этой игрой, показав более 100 кадров по среднему FPS. А вот в Hitman 2 Ryzen показал больше кадров по 0,1%, в то время как i3 неплохо так просел. В целом оба процессора стоят на грани играбельности в Hitman, причем на ультра настройках, так как просадки случались ниже 60 кадров, и с менее мощной АЗУ уже пришлось скидывать настройки для стабильных 60 кадров. В третьем Ведьмаке и сказать нечего. Процессоры идут вровень по всем показателям, и играть с таким количеством кадров более чем комфортно. А вот в RDR 2 на Ryzen была более плавная картинка. Это отчетливо заметно по 1 и 0,1%, где Intel отстал на 8 и 10 кадров соответственно. Сильного дискомфорта в геймплее я не заметил, и оба процессора показывают отличный FPS, я бы сказал даже с запасом. В Kingdom Come Deliverance разница по среднему FPS есть, и Ryzen спокойно вырывается вперед. Однако у Ryzen просадки были чуть более заметнее, чем на процессоре синих, поэтому в целом результат схожий с другими играми. В PUBG абсолютно такая же ситуация.
Но я в очередной раз повторюсь, что оптимизация этой игры на уровне плинтуса. Получать просадки до 38 кадров при среднем FPS около 150 было очень приятно. Спасибо разработчикам, что уже который год заботятся об оптимизации своего проекта. Одна из первых игр, в которой явно победа достается Ryzen, это Call of Duty Warzone. Тут он обошел новый Core i5-10100 абсолютно по всем показателям. Конечно, для более комфортной игры в такой масштабный мультиплеерный проект я бы скинул пару настроек или прикупил уже более мощный процессор. Но даже при таком значении FPS играть было вполне комфортно. Ну и последняя игра на тесте SnowRunner. Результаты вы видите у себя на экране. Но мне бы хотелось подвести небольшой итог. В плане бюджетных процессоров Intel Core i3-10100 выглядит очень бодро. Но какой ценой? В большинстве игр он либо еле дотягивается до Ryzen, либо и вовсе ему проигрывает. Если скинуть частоту АЗУ, то он и явно проиграет. Да и из-за отсутствия дешевых материнок этот камень сейчас никто не купит вообще. И при равном количестве ядер и одинаковой цене процессор на Zen 2 все-таки оказался победителем. Так что для бюджетного ПК вы запросто можете взять уже сейчас Ryzen 3 3300X и вставить его в самую дешевую материнскую плату на A320 чипсете с более-менее вменяемой АЗУ и получить примерно такой же результат. Кстати, на моем канале уже есть видео про мощность Core i5-10400F и i5-10600K в разгоне. Можете посмотреть их по всплывающей подсказке или по ссылкам в описании. Также напишите в комментариях, как вам результат нового Core i3-10100. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!